Ночь, мы спим, июнь. И, ну, я готовлюсь, конечно, ночью Наташка, я спим. А Аннушка, наша благодетельница, нянюшка, она с театром, где работает портихой, на гастролях. Ее не было в это время. Вдруг звонок, стук в дверь, 4 часа утра, светает. Татьяна Смилга, я говорю, это я. Ордер на арест и обыск. Наташка в слезы. Я встаю, говорю, я уже в ночной рубашке, мы отвернемся, одевайтесь. Я говорю, как же я буду одеваться, когда вас двое? Мы отвернемся. Я же одеваюсь при них, одеваю белье, одеваюсь. Что я с собой беру? Портфельчик вот такой у меня был маленький, хорошенький кожаный портфельчик. Французский учебник, зубная щетка и туфельки домашние. Спасибо, я взяла пальтишко с собой. И ведут меня 2 парня вниз. Значит, шофер и 2 мужика. Сажают меня сзади на сиденье, и около меня 2. Девочку, десятиклассницу, вчерашнюю, 3 мужиков везут. Значит, это против Брюсовской было. Машина развернулась, сам знаешь, охотный ряд, 3 минуты, Лубянка, меня заводят в комнату, раздевают догола. Спасибо, женщины. Заглядывают везде. Потом одевают. Проходите, в какой-то шкаф запирают. Оказывается, это когда кого-то проводят из арестованных, чтобы не видели. Потом меня берут, куда-то ведут. Я иду в одиночную камеру, запирают. У меня не совсем соображение было. Я не понимала, где я, что я. От ужаса я не знала, плакать мне, или орать, или стучать. Я жутко испугалась. Но я знала, что такое тюрьма. Мне же мама рассказывала. Но мама в одиночке не сидела, по-моему. Потом мне дают какой-то хлеб. Мягкий, черный. Не мягкий, а что-то вот прям... Почему надо в тюрьме каким-то ужасом кормить? Еще ни обвинения, ничего. Так, оказывается, обвинений-то и не было. И суда-то не было никакого. Я не могла есть ничего, не пить ничего не могла. У меня вдруг заболели все зубы, отсюда до сюда. Потом мне открывается опять окошко, папиросы предлагают. Я говорю, я не хочу, я не умею. Захлопывается. И тогда у меня начался бред. Бред французский. Я начала спрягать глаголы вслух. Я готовилась к экзаменам. Я начала же vous pensez, nous pensons. И думаю, что ж со мной? Или я с ума схожу? Я не помню, сколько я там просидела. По-моему, я там даже ночи не была. Меня привели в какую-то камеру, где девушка лежала, другая женщина. Когда я увидела, что там лежит на другой кровати женщина, я была счастлива, что я не одна. Но мне этот бред сошел. Я села на эту кровать, дверь заперлась, все. А эта женщина решила, что я подсадка. Оказывается, эта девчонка, значит, немка, наш русский инженер, нас одно время инженеров учили в Германии. Он познакомился там с девочкой и привез ее в Россию. Раз она немка, значит, она шпионка. Она с акцентом говорила, но я ее хорошо понимала. Гулять нас водили на крышу. Мы с ней побыли какое-то время, я была счастлива, что я не одна. Потом нас перевели в другую камеру. Там было 3 кровати. Нас, значит, 2, как мы спали. Спали только при свете, свет не тушили, и руки надо было держать сверху на одеяле. Под одеялом или под подушкой, как люди держат, нельзя было. Если ты во сне клал руку куда-то, или под одеяло замерз, или под подушку, грохот ключей, руки! Мы вздрагивали и вытаскивали руки. Допросы только ночью. Поскольку меня не били на допросах, я не очень боялась, но все-таки боялась. А ее, он говорит, взял телефонную трубку, как это по мне стукнет. И она боялась. Но у меня хороший был следователь.
ничего не скажу, не обижал, не оскорблял. Саша Красавин, как сейчас помню, рябой, синеглазый. Но я боялась. Но он со мной настолько был сдержан и предлагал мне чай, хороший чай, и бутерброд с сыром и с колбасой. Я плачу и ем. Он говорит, ешь. Я говорю, да спасибо, ешь, вам же там такого не дают. Это не потому, что он добрый, это у них подход, что я откроюсь, если что. Какой враг, на морде написано, что человек не скрывать ничего не умеет. Ну, что он меня спрашивал, ну, кошмар. Какие вы разговоры вели, да с кем вы встречались. Вот ему и рассказывала, какие разговоры. Отпустите меня, у меня экзамены, мне до дома бежать 8 минут, я на Тверской живу. Вот тут же, недалеко от Лубянки. У меня экзамены на носу. Что вы делаете? Там и будешь учиться. Потом открывается однажды дверь. Это я все про то, как меня арестовали. Входит женщина в нашу камеру. У нас 3-я кровать была. Худенькая, высокая. Останавливается у притолоки с узелочком и стоит. Дверь запирается за ней. Она стоит, еле живая. Я, как девочка воспитанная, беру там табуретку, не то стул, я не помню, что было. Вот не помню, хоть зарежь меня. Параша, конечно. Теперь говорят унитазы. Параша была целый день. Параша, утром мы ее выносили и мыли. А так параша, такой-то с крышкой. Открывается дверь, ее спрашивают, ваша фамилия? Она, Попов Сырцова. Я слышу фамилию, знаменитую. Ее муж председатель Совета народных комиссаров РСФСР, Сырцов Сергей Иванович. Я говорю, Вася Сырцова? Она говорит, да. А ты кто такая? Я говорю, я Таня Смилга. А ты что здесь делаешь? Я говорю, не знаю, вот арестовали. Она худая, измученная. Оказывается, она уже была в лагере. Потом кто-то что-то на нее наговорил. Ее вернули в Москву. Ее бьют. И время от времени вызывают на допрос и бьют. И она говорит, когда я буду в бане, ты на меня не смотри. Душ нам делали. Конечно, я посмотрела. У нее вся спина исполосована была. И когда ее вызывали на допрос, она вся тряслась. И потом мне говорили, ее так и забили до смерти, она уже из тюрьмы не вышла. Потом, значит, меня перевели в Бутырки. В общем, там я просидела, наверное, месяц втроем. Там была очень хорошая женщина, которая сидела как жена. У нее, оказывается, сын учился в 110-й школе, с которой мы соревновались. Лиза Побережская. Я говорю, господи, да мы же в вашу школу, вашего сына ездили, на концерты давали, а они к нам ездили. Короче, в одну прекрасную ночь, в конце августа, значит, это было 11 июня, июль, август. 3 месяца точно мы там пробыли. Я не знала, кто сидит, кроме этой Аси Сырцовой. Но Аси не по нашему делу. Оказывается, сидели все девочки. Значит, машина, автозак, разделен на такие вот чтобы только сидишь, и ноги уже упираются в клетку. Вот тут у меня решетка была. Решетка или дверь. Закрыли, я сижу. Куда меня везут? Приводят меня в какую-то камеру, в комнату с вещами. Там 3 мужика за столом сидят. И мне читают приговор. Никакого суда. Это называется ОСО. Особое совещание. 3 мужика. Значит, приговаривается такая-то, такая-то по статье 58.10, а я понятия не имел, что это такое. Агитация против советской власти. В чем заключалась моя агитация? Когда мы шли из школы, как сказала моя одна девка, которая с нами сидела, мы потом с ней не разговаривали. Когда мы шли из школы, Таня сказала, что не может быть, чтобы ее папа был враг. Наверное, у него личные отношения со Сталиным плохие. Вот и за это меня посадили. Но не только за это. Ко мне перед арестом наведался один парень, с которым мы были в детстве знакомы. А потом он уже был студентом, а я студентка, и он как-то он учился в медицинском, и он через мою двоюродную сестричку, которая тоже училась в медицинском, которая потом погибла на фронте, и отец ее расстрелян, мамин брат, она мне сказала, ты помнишь Оську Мальского? Я говорю, да когда-то в детстве встречались. Он хочет опять с вами восстановить знакомство. Я говорю, да пускай приходит. Оказывается, этот Оська был ко мне подослан.
Он вызывал нас на разговоры с Наташей. А какие разговоры? Девки, что тут творится-то? Ведь это надо, что творится-то? Наташка болтала всякую чушь, а я уже боялась. Я старалась так это смикшировать все это, полегче, но я сказала одну вещь. Вот эта вещь, пожалуй, меня погубила. Я сказала одну вещь. Как же, если за границей узнают, что у нас сажают старых большевиков, как же мы будем делать мировую революцию? Тогда же разговор шел о мировой революции. И у нас это в голове сидело. И оказывается, Оська эти слова передал тем, кто его заставлял быть стукачом. И когда меня первый раз вызвали на допрос, после того, как уже посадили в тюрьму, мне предъявили прокурорскую бумажку. Я забыла, как она называется. И там написано: Татьяна Смилга является членом антисоветской группы. Это уже вранье. Еще какой, я говорю, где я сидела, в Ленинской библиотеке, в консерватории. Никакой группы. Да, мы с ребятами встречались, иногда и ходили гулять по Москве, а иногда и в консерватории. Но никакого заговора, конечно, у нас не было. Мы бы испугались бы даже эти заговоры делать. Да мы и не умели, да мы и не хотели. Мы думали, это ошибка, скоро выпустят из дальних лагерей. Она говорит на этих собраниях, что мировая революция не произойдет, если у нас сажают большевиков. Это я, дур, девка, говорю, они это всерьез принимают. Да не всерьез, им лишь бы придраться. И вот это мне за это дали 3 года лагеря. Вот только меня, когда на допрос водили, я только думал, только о маме не думать. Чтоб, может, мне сейчас выстрелят. Я и к этому была готова. Пусть стреляют, только о маме не думать в этот момент. Ну, о маме же страшно думать, когда тебя убивают. Жалко же. Я думал, я маму еще увижу. Кто же о маме не думает? Я же не знала, что мамы. Я же не знала, что мама убита.